Всем приветики! Сегодня у нас ореховый тортик. Пошаговый детальный рецепт вы можете найти в описании к данному видео. А в правом верхнем углу вы увидите подсказку на пошаговый детальный рецепт орешков. Ну что, приступим, и для начала слегка присыпем мукой тарелочку и уберем ее в сторону. Теперь возьмем 230 граммов орехов и измельчим их в блендере до состояния мелкой крошки. Примерно вот так. Теперь смешаем 3 яйца, щепотку соли, 250 граммов коричневого сахара. Если у вас его нет, можно взять и белый. И теперь будем взбивать миксером около 4-5 минут до посветления и пышности. Далее добавляем к нашей основной массе измельченные орешки. Далее перемешиваем при помощи миксера, можно также заменить его лопаткой. И вы только посмотрите, какая красивая масса у нас получается. Ну а теперь смешаем 430 граммов муки и 15 граммов разрыхлителя. И постепенно будем просеивать это в нашу основную смесь. Не забываем между всыпаниями обязательно помешивать, так как мука у всех разная, смотрим обязательно на консистенцию и ориентируемся уже по своей муке и по своему тесту. Теперь, переложив наше тесто на рабочий стол, будем замешивать очень мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. И после, добавив туда 30 мл растительного масла, вымешиваем его еще около 1 минуты. После того, как мы его замешали, скатываем его в небольшой рулетик и будем делить его на 10 равных частей, приблизительно по 100-105 граммов каждая его часть. Не забываем также каждый кусочек свернуть в ровный красивый шарик. И тут нам понадобится наша тарелочка с мукой. Выкладываем все шарики на нее и сверху присыпаем мукой. Ну а теперь, когда все наши шарики готовы, застилаем стол пергаментной бумагой, присыпаем слегка мукой и уже на нем будем раскатывать наше тесто тонким слоем. При помощи формы отмечаем наметочку, перекладываем это на наш противень, посередине обязательно прокалываем вилочкой, делаем маленькие дырочки и отправляем все это в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 4-5 минут. И вот такой маленький коржик у нас получается. Уже у готового коржа точно так же формой обрезаем все края до нужного нам диаметра. Повторяем процесс с каждым кусочком. Вы только посмотрите, какие коржи у нас получаются. Ну а теперь все коржи убираем до полного остывания. Обрезанные части коржей убираем отдельно, они нам понадобятся позже. Ну и теперь делаем крем. Для этого берем 400 мл 33% холодных сливок, взбиваем их до мягких пиков и пока уберем их в сторонку. Теперь 320 граммов вареной сгущенки будем взбивать до однородной массы, чтобы она была без комочков. И добавляем туда 300 граммов холодной сметаны. Рецепт на домашнюю сметанку вы можете увидеть в подсказке в правом верхнем углу. После того, как все перемешали до однородности, добавим туда наши сливочки и еще раз все хорошенько перемешаем. Вы только посмотрите, какой он безумно красивый, нежный. Этот крем можно есть даже ложкой. Теперь, когда все готово, переходим к сборочке.
На подготовленную тарелочку уже будем выкладывать наши коржи и обязательно сверху смазывать кремом, примерно из расчета 90 граммов крема на 1 корж. Слой крема обязательно подровняв, сверху прикрываем еще одним коржом и так повторяем до конца. Сверху обязательно все зафиксируем кольцом вместе с ацетатной пленкой. Вы для своего удобства можете сразу все укладывать в заранее подготовленную форму. После накрываем его обязательно пищевой пленкой и убираем для пропитки в холодильник на целую ночь. Оставшийся крем не доедаем, а убираем его в холодильник. Обрезки от коржей мы будем перемалывать в мелкую-мелкую крошку для нашего украшения. Достаем наш уже пропитанный тортик, убираем все излишки и оставшимся кремом покроем его сверху. Ну и, конечно, не забыв про бока. Крошкой украсив бока, верх оставляем для вашей фантазии. Мы же поверх уложили домашние орешки. О, если бы вы знали, какое это блаженство есть эти орешки с горячим кофе и еще и на утро. Ну вот и все, наш тортик готов. Он получается нежнейший, мягкий, ароматный, с неповторимым, незабываемым вкусом. А орешки, господи, эти орешки. Обязательно попробуйте приготовить этот тортик для своих любимых и самых близких. Желаем всем хорошей, плодотворной недели, замечательных, незабываемых выходных. Всем приятного аппетита и всем пока!